Кафе «Харбор-Пойнт» в центре Сан-Диего было почти пустым. За окнами лил дождь, бариста протирала стойку, посетители молча ели. Трое байкеров шумели у барной стойки, громко смеялись и отпускали грубые шутки. Люди отводили взгляды. Лишь одна женщина в инвалидном кресле в углу не обратила внимания на их выходки. Ее звали Карен Ривера, 38 лет, бывшая военнослужащая ВМС США. На подлокотнике ее кресла был прикреплен трезубец, эмблема морских котиков. Она потеряла ноги в операции на Ближнем Востоке, спасая свой взвод. Теперь просто приходила сюда выпить кофе и почувствовать себя обычной. Лидер байкеров, высокий, татуированный, заметил ее взгляд. «Что, нравится шоу?» Ухмыльнулся он и подошел ближе. «Ты чего такая гордая красавица?» Карен подняла глаза. «Просто пью кофе», — спокойно ответила она. Его раздражало это спокойствие. Он ткнул пальцем в эмблему. «Это что, сувенир из магазина?» «Я его заслужила», — тихо сказала она. Он фыркнул и толкнул ее кресло. Кофе опрокинулся, горячая жидкость залила пол. В кафе стало мертво тихо. В углу молодой парень в джинсах, лейтенант Льюис, недавно вернувшийся из Сирии, сжал кулаки. Он знал, что означает этот трезубец. Вышел на улицу и набрал короткий номер. «Главный старшина», — говорит Льюис, — «в Харбор-Пойнт. Здесь пристают к ветерану. Похоже, одному из ваших». Через 20 минут к бордюру подъехали два черных внедорожника. Из них вышли 8 мужчин, морские котики. Без формы, но их походка выдавала все. Байкеры замолчали. В дверь вошел старшина Майлз, массивный мужчина с седыми висками. Он взглянул на Карен, и в его взгляде промелькнуло уважение. Потом перевел глаза на байкеров. «Что вы сделали с этой женщиной?» — спросил он негромко. «Ничего, просто болтали», — пробормотал лидер. Майлз указал на трезубец. «Это не наклейка. Это символ тех, кто прыгал в ад, чтобы вы могли пить свое пиво». Он повернулся к Карен и заговорил громче. «Это главная старшина Карен Ривера, герой боевых действий. 5 лет назад она прикрыла свою команду в Кандагаре, приняв на себя взрыв. Благодаря ей 8 человек вернулись домой. Один из котиков, со шрамом на щеке, сделал шаг вперед. «Я был там», — сказал он хрипло. «Мы живы, потому что она прыгнула первой». В кафе слышно было, как капает дождь. Официантка вытирала глаза. Байкеры стояли, побледнев, не зная, куда смотреть. «Встань», — приказал Майлз лидеру. «Извинись перед ней». Тот сглотнул. «Простите, мэм, я не знал». Карен посмотрела прямо ему в глаза. «Это не про знание», — сказала она тихо. «Это про уважение». Майлз кивнул. «Заплатите за счет и уходите. И больше сюда не возвращайтесь. Это место под нашей защитой». Они бросили деньги и быстро вышли. В кафе раздались аплодисменты. Люди встали. Молодой лейтенант отдал Карен честь. Котики сели вокруг нее, как братья вокруг очага. Карен улыбнулась впервые за долгое время. Она знала, семья все еще рядом. На ее протезе поблескивал трезубец, не просто знак службы, а напоминание: никого не оставляют позади.